Это невероятная история о человеческой храбрости, сострадании и удивительной связи между человеком и диким животным, разворачивается на фоне потрясающей красоты африканской саванны. Она захватывает воображение, показывая силу духа и необыкновенные связи, которые могут возникать в самых неожиданных обстоятельствах. История полна деталей, она оставляет незабываемые впечатления. Исаак, добрый и отважный человек, жил в маленькой и тихой деревне, затерянной среди бескрайних просторов Кении. Его жизнь была неразрывно связана с окружающим пейзажем, где простирались золотистые равнины саванны, создавая захватывающий фон для его повседневной жизни. Исаак провел свое детство, исследуя эту удивительную землю, дыша ее ароматом и впитывая ее дух. Семья Исаака часто совершала увлекательные вылазки в дикую природу, отправляясь в дальние путешествия по просторам, напоминающим знаменитый Серенгети, раскрывая для мальчика тайны и чудеса этого мира. Еще будучи ребенком, Исаак испытывал неподдельное восхищение перед львами, этими гордыми и величественными королями саванны. Они были символом силы, грации и красоты, и Исаак был очарован ими. Одним из его любимых занятий было выслеживание отпечатков львиных лап на песчаной почве в надежде, что ему удастся увидеть этих прекрасных животных в их естественной среде обитания. Его воображение рисовало картины их величественной походки, их мощных мускулов и их глубокого, устрашающего рева. По мере того, как Исаак взрослел, его приключения в саванне стали более редкими, поскольку он столкнулся с новыми жизненными вызовами и обязательствами. Но его любовь к дикой природе, к этим великолепным животным, никогда не угасала в его сердце. Она оставалась яркой и живой, как золотистый закат над африканскими равнинами. Тихими вечерами, когда звезды мерцали на небосводе, Исаак слушал отдаленный рев львов, доносящийся из глубины ночи. Этот звук напоминал ему о его детстве, о времени, проведенном в путешествиях по саванне со своей семьей. Его сердце наполнялось теплом и ностальгией, когда он вспоминал те счастливые моменты, когда он был ближе к природе. Спустя годы, увлеченный жаждой знаний и стремлением к лучшей жизни, Исаак переехал в Найроби, чтобы получить высшее образование. В стенах университета он встретил Айшу, очаровательную и умную молодую женщину, которая разделяла его глубокую страсть к природе. Их сердца нашли отклик друг у друга, и между ними быстро зародилась настоящая любовь. После окончания учебы Исаак и Айша, исполненные решимости создать семью, приняли решение вернуться в родную деревню Исаака, где их сердца чувствовали себя дома. Вскоре их дом наполнился смехом и радостью, когда в их жизни появились два сына — 12-летний Малик и 9-летний Кофи. Исааку доставляло огромное удовольствие делиться со своими сыновьями своей страстью к саванне, знакомить их с чудесами дикой природы. Он часто брал их на увлекательные прогулки по окрестностям, рассказывая о животных, населяющих эти земли, о хрупком равновесии, поддерживающем жизнь в природе. Он учил их ценить красоту и мудрость, скрытые в каждом уголке этого дикого, но прекрасного мира. Однажды, теплым зимним утром, когда семья наслаждалась прогулкой по золотистой траве, любуясь изяществом зебр, грацией жирафов, они услышали громкий, полный боли рев, доносившийся из близлежащих густых кустов. Исаак, мгновенно почувствовав опасность, велел сыновьям держаться позади него, крепко сжимая их руки. Он осторожно приблизился к источнику звука, его сердце наполнилось тревогой и беспокойством. В тени тенистой акации, которая простиралась своими ветвями, словно охраняя тайны саванны, они обнаружили молодого льва-самца, лежащего на земле в муках. Его лапа, зажатая в стальном капкане, оставленном безжалостным браконьером,
была искалечена и захвачена в смертельной ловушке. Лев, чувствуя боль и безысходность, ревел от боли, отчаянно пытаясь освободиться, его глаза выражали страх и ярость. Сердце Исаака сжалось от этого зрелища, от увиденных страданий благородного животного. Лев, ощутив приближение человека, зарычал, выражая свою природную осторожность и опасаясь опасности. Но Исаак, не теряя самообладания, заговорил с животным тихо. Его голос был спокойным, твердым и проникнутым состраданием. «Я здесь, чтобы помочь тебе», — прошептал он. Его слова звучали в тишине саванны, словно надежда в бездне отчаяния. Лев, казалось, заколебался, услышав этот голос. Он словно почувствовал искренность намерений Исаака. В конце концов, его ярость утихла, и он перестал рычать. Исаак осторожно протянул руку, стараясь не делать резких движений, и нежно погладил золотистую шерсть льва. Животное, словно поняв его намерение, протянуло язык и лизнуло руку Исаака, как бы выражая признательность и доверие. Осмотрев капкан, Исаак увидел, что он не нанес глубоких ран, но лапа была сильно ушиблена, и животное испытывало мучительную боль. Он знал, что оставить льва в таком состоянии было бы равносильно смертному приговору. Медленно и глубоко вздохнув, чтобы собраться с духом, Исаак осторожно принялся освобождать лапу льва из смертельной ловушки. Он действовал медленно и осторожно, опасаясь причинить животному еще большую боль. Но, к его удивлению, когда капкан был открыт, лев не попытался убежать. Он лежал на земле, его тело было ослаблено, и он был слишком слаб, чтобы двигаться. Исаак понял, что лев был обезвожен и страдал от голода, вероятно, пролежав в капкане несколько дней, испытывая мучения. Он не мог бросить это беззащитное животное, обреченное на смерть. Его сердце было наполнено состраданием, и он решил помочь льву, несмотря на опасность, которой он подвергался. Несмотря на риск, он взял льва на руки, ощущая его вес и тепло. Малик и Кофи, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, не веря своим глазам. Их отец нес в своих объятиях хищника, который одним ударом мог убить его. Но решимость Исаака была непоколебима, его глаза светились преданностью и стремлением помочь. Под палящим африканским солнцем, которое безжалостно обжигало землю, Исаак несколько часов тащил тяжелого льва на руках, преодолевая усталость и жажду. Он шел, стиснув зубы, его ноги подкашивались от изнеможения, но его воля оставалась несокрушимой. Измученный, но полный решимости, он, наконец, добрался до своей родной деревни, где его ждали его семья и надежда на спасение. Убедившись, что его дети находятся в безопасности дома под присмотром своей любимой Айши, Исаак поспешил отвезти льва в ближайший центр реабилитации диких животных. Его сердце билось от волнения и надежды. Ветеринары, работающие в центре, были поражены, когда Исаак вошел в двери, неся молодого львенка на руках, словно драгоценный груз. Несмотря на то, что он оставался осторожным, ветеринар осмотрел льва, убедившись, что его состояние не представляет угрозы. Исаак заверил их, что лев ведет себя спокойно и не представляет опасности для окружающих. Ветеринар тщательно осмотрел льва, обнаружив, что лапа не была сломана, но лев был сильно обезвожен и испытывал острую нехватку питательных веществ. Если ему дать немного еды и воды, он быстро поправится, объяснил ветеринар, облегченно вздохнув. Исаак был благодарен за помощь и предложил присмотреть за львом на ночь, чтобы помочь ему восстановиться. Вернувшись домой, Исаак оборудовал безопасное место в сарае, где животное могло отдохнуть и восстановиться. Он принес ему воду и мясо, обеспечив ему необходимые условия для выздоровления. Хотя лев по-прежнему вел себя смирно, Исаак понимал его дикую натуру и оставался начеку, соблюдая меры предосторожности.
Малик и Кофи, движимые любопытством и восхищением, заглянули в дверь сарая, с изумлением рассматривая красоту существа, которое спас их отец. Их сердца были полны гордости и восхищения. К следующему утру лев, казалось, заметно окреп, восстанавливая свои силы. Исаак решил, что пришло время выпустить его обратно в дикую природу, где ему место. Вместе со своими сыновьями, Маликом и Кофи, он отвел льва на окраину саванны, туда, где он должен был быть свободным. Лев вышел из сарая, словно пробуждаясь от сна, остановился и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на семью, которая подарила ему спасение. Затем, величественно ступая, он медленно направился в золотистую траву, сливаясь с бескрайними просторами дикой природы, исчезая из виду. Исаак ощутил невероятное умиротворение, как будто лев молча поблагодарил его за спасение своей жизни, за проявленное сострадание. В последующие дни лев часто появлялся на окраине деревни, наблюдая за ними из кустов, как бы охраняя их. Исаак полагал, что лев держится поблизости из благодарности, помня о спасении своей жизни. Он ощущал незримую связь, возникшую между ним и этим благородным животным. Но однажды лев исчез, растворившись в бескрайних просторах саванны. Жизнь вернулась в свое привычное русло, люди занимались своими повседневными делами, пока однажды днем Малик и Кофи, полные жажды приключений, отправились на разведку в окрестностях и заблудились в бескрайней саванне. Когда наступила ночь, мальчики, охваченные страхом и пронизывающим холодом, прижались друг к другу под ветвями тенистой акации, ища утешения в объятиях друг друга. Внезапно они увидели два золотистых глаза, сияющих в непроглядной темноте, как будто звезды, упавшие с небес. Сначала мальчики застыли от страха, их сердца забились в груди, словно птицы, стремящиеся вырваться на свободу. Но когда фигура появилась из кустов, медленно и осторожно приближаясь, они узнали льва, которого их отец спас от смертельной ловушки. Лев осторожно приблизился. Его глаза сверкали в темноте, он обнюхал их, словно желая убедиться, что это именно те, кого он ищет. Затем он легонько подтолкнул Малика локтем, как бы предлагая ему следовать за ним. Поняв его намерение, мальчики, полные надежды и доверия, последовали за львом в глубину ночи. Казалось, прошли долгие часы, когда они, наконец, увидели огни своей деревни и услышали голоса своих родителей, зовущих их по именам. Переполненные облегчением и счастьем, они бросились в объятия своих родителей, которые с тревогой искали их. Исаак поднял глаза и увидел льва, наблюдающего за ними из тени деревьев. Его взгляд был полон тепла и понимания. Исаак, преисполненный благодарности и изумления, тихо прошептал льву «Спасибо». Его слова были наполнены глубокими чувствами. Огромный хищник еще мгновение смотрел им вслед, прежде чем исчезнуть в бескрайних просторах саванны, навсегда оставляя след в их сердцах. Айзек знал, что они больше его не увидят, но он никогда не забудет, как он спас его семью. Это история о человеческой доброте, отваге и удивительной связи, возникшей в самых неожиданных обстоятельствах. Она напоминает нам о важности сострадания, о том, что мы должны защищать и ценить природу, и о том, что даже самые дикие существа могут быть благодарны за проявленную к ним заботу и любовь. Эта история является свидетельством того, что человеческая душа способна на великие поступки и что любовь может преодолеть любые преграды.